Я еду домой, пару дней проходит, мне звонок. Нужно поехать в экипаже, но ты уже поедешь не как стажер, а как второй водитель в Баку. Баку, как всем известно, столица Азербайджана, я это знал из географии еще. Ну вот, я сразу, похер, что экипаж, Азербайджан, вы чё, это ж круто, это далеко, это интересно, это другая страна, класс. Я сразу согласился, все хорошо. Я приезжаю на базу, подсаживаюсь к этому водителю, и мы должны в 2 руки домчать до Азербайджана. Начинается новое, так сказать, для меня новые приключения, испытания. Значит, в тот момент компания АПС не давала проходных вообще. Путь в Азербайджан лежал через Дагестан. Там можно было проезжать по Чечне, но тогда что-то там неспокойно было, в общем, какие-то обстрелы происходили, и мы ехали через Дагестан. В Дагестане блокпосты. Вот, эти блокпосты там потрясывают деньги, в общем, мягко говоря. Но мы никому ничего не даем, все, мы едем. И нам вообще не дали, то есть никаких проходных, и типа указ был такой, не давать, типа вообще никому. Мы приезжаем в накопитель, который на дагестанской стороне, граница в Азербайджан. И мы пытаемся доказать диспетчерам, что здесь нужно платить. То есть 500 рублей стоил накопитель, вы платите и стоите, ждете своей очереди. В общем, около часа там мы сделали фотки, все дела, отправили диспетчерам. Но, скорее всего, это был просто пробивон. И потом я уже понял, что, скорее всего, это водитель был такой, на котором испытывали разные функции и пробивали вот эту вот поляну. Нужно ли на самом деле платить или нет. То есть он честный, все, то есть такой правильный весь, такой сякой. Ну и все. Значит, за накопитель мы заплатили. Все, деньги там потом ему должны были вернуться. Дальше прикол был прохождение самой границы, получается, российской, что тоже мы денег не даем. А там просто в открытую просят, давай. А тот, не даю, мне ничего не это самое, сказали не давать. Ну, раз не давать, то не давать. Значит, все стандарт проходят оформление, вот этот вот процесс, там за 2 часа, там максимум, там за 3, да. Мы проходили часов 6. Потому что мы от руки писали декларации. Ну, не мы писали, а он писал. Вот, этот водитель, он херачил от руки все декларации. То есть, ну, просто цирк, реальный цирк. Мы въехали в Азербайджан. На азербайджанской стороне тоже кучу всем там он заплатил там, но за Азербайджан давали деньги. То есть, все вот это пишешь в отчеты, все тебе там возвращали. То есть, и там побирали все просто, все кто можно, все побирали. То есть, там зашкаливала эта коррупция на то время в Азербайджане. И здесь очень важный момент, о котором я расскажу, а в другом видео, когда буду рассказывать, как же происходила моя карьера, старт в Европе, когда я уже переехал работать в европейскую компанию. И я также потом возвращался в Азербайджан, только это был другой Азербайджан. Но об этом мы потом. Едем в Баку. А значит, что мы везли? Мы везли оборудование для нового спортивного комплекса. В 2015-м там проходили первые европейские игры, и вот к этим событиям строились новые всякие спортивные комплексы в Баку. Хорошо, значит, по пути в Баку он был за рулем смену. Ему дали штраф или развели, я не знаю, то есть я сидел в машине, он пошел разбираться, ему дали штраф, он заплатил 20 баксов, и мы поехали дальше. Приехали в Баку, я точно помню, что вышло так, что мы приехали вечером, нас запустили на территорию этой стройки, это был почти центр Баку. И у нас день следующий нужно было стоять, то есть, возможно, это было в субботу мы приехали, в воскресенье нам нужно было стоять, в понедельник нас должны были выгрузить. В воскресенье мы стояли там, по-моему, 3 машины мы стояли. Или 3 нас машины там стояло. Значит, этот мой напарник, так сказать, он не захотел никуда идти. А мы со вторым водителем, который был в другой машине, мы с ним пошли, в общем, гулять по Баку. И, конечно, у меня вот в 2014 году остались огромные впечатления от Баку. Я не знаю, сейчас там так же самое или нет. Как там происходило движение машин и пешеходов, это просто нечто. То есть, одним словом, правил дорожного движения там не существовало от слова совсем.
Загорается пешеходам зеленый свет, машинам красный, похер, все машины едут, пешеходы идут, как на красный, так и зеленый, также делают это машины, просто я видел, у меня шок легкий был, но нужно было быстро к этой ситуации всей привыкнуть и делать так, как все делают, потому что по-другому ты просто там не сможешь ходить. Кого-то где-то там под сраку подбили, встал, обтряхнулся, пошел дальше, то есть вообще нормальная движуха, реально. Так же самое на трассах, на дороге, вот вблизи Баку, объездная Баку и так далее, там тоже такой вот этот просто муравейник, друг друга кто-то подрезает. У кого больше машины круче, тот просто едет всегда по центру и на красный, то есть там плевать было вообще на все. Реально, я был просто в полном шоке. Но также было красивые улицы, красивые сооружения, не все, конечно, но много красивых мест в Баку. Вот так вот денек погулялись, я ознакомился с Баку. И все, мы выгрузились и возвращались, значит, обратно. Мы пустые. Нужно было нам загрузиться где-то возле Волгограда. И получилось так, что вышла смена в ночь. И, значит, вот мы ночью этой выезжали из Азербайджана. И первая была ситуация такая интересная. Значит, перед нами ехала где-то впереди, в нескольких километрах, еще две машины Дженти. И мы видим, подъезжаем, там такой небольшой блокпост перед границей, там за километров 15, может быть, где-то так был. Перед кольцом там каким-то вроде бы, если я не путаю ничего. Значит, стоят они на обочине, их транспортники, короче, трясут. Знаков никаких нету, что там нужно остановиться или что-то еще. То есть, за рулем напарник, я говорю, да объезжай, говорю, поехали, чем мы это самое. Он объезжает, и мы также, и объезжаем их всех. Выбегает такой, в лампасах такой, нарядный азер. И там кричит туда-сюда, все, этот останавливается, открывает форточку, этот запрыгивает на ступеньку и начинает там что-то там, ладно, куда ты едешь, что не видишь, все, там штраф, там что-то там заряжает, какие-то немыслимые просто суммы там. Я смотрю на этого, да, а опыт у него, насколько, мы там пообщались, он там 5 лет уже, типа, в дальнобое, да, вот 5 лет он в АПСе. Он, блядь, 2 слова не может связать, то есть ему нечего ответить этому транспортнику. А я понимаю, что это тупо развод, то есть галимый развод. Я вступаю в эту дискуссию с пассажирского сиденья, начинаю орать этому азеру, что туда-сюда, ничего никто платить не будет. Короче, что там орем. Он такой, у него там пена со рта идет, он такой раскраснелся весь. И, значит, я тоже уже, психо начинаю ловить, что он, реально разводит. Я ему говорю, контрольная была фраза, я сейчас одеюсь, обуваюсь, и мы выходим, идем, смотрим, где там знак «Стоп». То есть, он доказывал, что там знак «Стоп», и нужно было остановиться, поэтому штраф плати, там $300, там что-то такое вот было, звучало. Я говорю, я одеюсь, обуваюсь, мы идем смотреть, где там знак «Стоп». Значит, цитирую вам дословно ответ этого транспортника. Езжай нахуй, мозгоеб. Все. Мы поехали дальше. Значит, после прохождения границы Азербайджан-Россия, то есть на дагестанскую территорию мы заехали, Республику Дагестан. Моя смена пришла ехать, и я ехал ночью по Дагестану. И этот спит там, валяется где-то на спальнике. Блокпост. Значит, это тогда был стандарт для Чечни, для Дагестана. Может быть, и сейчас есть, я не знаю, есть это или нет. Тоже напишите в комментариях, как там обстоят у вас дела на дорогах. Значит, стоит блокпост, один какой-то чувак ходит с автоматом, дагестанец. И все, он меня останавливает, значит, такой, салам алейкум, брат, там, я типа, привет, туда-сюда. Как сам там, на такие вопросы идут, то есть такие, как будто встретились два кореша. Он там, что там, откуда, куда, зачем? Я говорю, вот с Азербайджана, пустые, там, едем на загрузку. Он такой, да, там, та-та-та-та-та. У него звучит контрольный вопрос, который я просек его сразу. Первый раз едешь сюда? Я мгновенно я не знаю, как это вот было на автомате, я говорю, нет, езжу сюда постоянно. Он, видно, такой, давай, брат, удачи, все, пока. То есть, в чем суть? Если бы я сказал, что я первый раз еду сюда,
Я думаю, развод начался бы дальше на бабки просто. Что-то там за это там заплати, там за туда-сюда, тут земля, налог. То есть что-то было бы в этом роде. Тогда они уже немножко это, отходило, им денег уже не давали многие. Но многие все равно велись и давали им деньги. Но не тут-то было. Вот. То есть все, вообще с того рейса я понял, что такое вот эти вот все попрошайки, все эти везде на границах, просто все и на дорогах все идут нахрен. Я буду платить только официально. Вот. Потом, единственное, я расскажу в другом видео когда-нибудь, что где я давал деньги, но там просто реально без вариантов. Были, конечно, варианты идти в стопор, но это было бы очень долго. Речь идет про Армению, да. Да ладно, значит, возвращаемся к нашим баранам. Все нормально, значит, мы загрузились в Волгограде, и спокойно, там больше никаких у меня приключений не было. Мы доехали до Беларуси, расселись, все. Значит, следующий рейс, первый, то есть рейс самостоятельный в Европу. Мне дают Magnum, Renault Magnum, и я еду во Францию. Тоже рот открытый, все, везде мне интересно, где, что, как, но не это самое интересное. Интересный рейс у меня происходит перед Новым годом. Точную дату выезда из Беларуси я не помню. В чем суть, что было 3 выгрузки. Первая выгрузка должна была быть в Люберцах, и там же была таможня. Таможня была одна в Люберцах, выгрузка там же в Люберцах, и потом было 2 выгрузки. Одна должна была быть в каком-то там городке небольшом, я не помню даже, как он называется. 3-я выгрузка должна была быть в Краснодаре. Все начинается с прохождения границы Беларусь-Россия. Не прохождение, формальность, то есть, да, проезжаю, все дела. Отъезжаю от границы километров 50, наверное, и у меня рвет ремень. Рвет ремень генератора. Я, в таком легком шоке, но я звоню механику дежурному, он мне рассказывает, говорит, давай, выключай свет, там музыку, все дела, и тяни до самого конца. Нужно было протянуть мне километров 200, наверное, до поселка Общак в России. Там была база АПСа, то есть все российские номера, то есть в АПСе на тот момент было белорусские номера, белорусская база, и российская база, российские номера. И вот мне нужно было до этой базы доехать. Я доехал, все нормально, я доехал. В следующий день меня загоняют в сервис, значит, и не могут поднять кабину. Первое, с чем столкнулись, не могут поднять кабину. В общем, суть до дела, тельфером ее отрывают. И после всех манипуляций, 2 дня я там сидел в их сервисе, они не могли мне поменять ремень. С горем пополам поменяли, также кабину эту закрыли, все, кабина у меня не поднимается. А это важный момент, потом будет. Я еду в Люберцы. В Люберцах висят компьютеры на СВХ, то есть это нормальная тема, она до сих пор продолжается, то есть прошло 8 лет, но до сих пор в России, в Беларуси у них везде висят компьютеры всю жизнь. Сижу я на этом СВХ, значит, растаможили меня, прошло дня 3, наверное, тоже. А я уже, знаете, так посматриваю на календарь-то. Время-то тикает. Какая дата с СВХ, когда я выезжал, я не помню. В общем, я мчусь, выгружаюсь во 2-м месте и еду в Краснодар. Значит, с Краснодара это было, точно помню, 29 декабря. Мне дают задание ехать пустым в Беларусь, и 31-го я должен был загрузиться еще в Беларуси и пригнать в Минск сцепку. Груз был на Европу. Я вообще не верил в это, то есть замысел какой-то, 31-го еще загрузка какая, думаю, что вообще за бред, думаю, да ладно, то есть едем по факту. В Краснодаре, как сейчас помню, было плюс 18, шикарная погода. Заезжаем за Ростов-на-Дону, и начинается просто какой-то ад. Просто снежище, ветрище, метелище, ужас, просто какой-то реально ужас. Выгрузили меня под вечер, и получилось так, что я уже въезжаю в ночь. Нужно было работать в ночь. Я еду, мне нормально, в общем. Но снег фигачит. Где-то кто-то останавливается на обочине. Я смотрю, как их просто засыпает. Кто вот останавливался на обочине. Видно, пару часов они простаивали. И у них просто вот так вот их накрывало так снегом. В какой-то момент где-то среди ночи мне захотелось дремануть. Я тоже думаю, что делать. Нужно остановиться, дреману. Я останавливаюсь.
Наверное, полчаса я только дреманул, я открываю глаз, понимаю, что у меня уже половина колес начинает там засыпать. Я думаю, нет, лучше я буду ехать, это самое, до упора, просто я буду ехать, не останавливаясь. Так и происходит, я еду дальше, все. Еду, следующий день наступает, я еду, короче, ну там перерывчик какой-то был, там час-два я дреманул. Кюветы, какие-то аварии там происходят, все в снегу, в горы буксуют все, я также, то есть такая просто дичь какая-то творится полнейшая. Короче, все, с горем пополам долетаю до Брянской области, это 30 число, поздно, вечер, ночь, то есть я уже еду опять в ночь, то есть, естественно, никаком соблюдении режима труда и отдыха у меня уже нет, у меня задача приехать на Новый год домой. С 30 на 31 ночь меня уже просто рубит конкретно, я уже не могу ехать. Я останавливаюсь на обочине, в России стоять на обочине это нормальная тема. Я стал на обочине и решил дремануть пару часов. Просыпаюсь я от какого-то реально холодка, автономка не так сильно была включена, наверное. Я смотрю на градусник, минус 25, наверное, было. Или нет, вру. В том месте, где я стоял, было минус 21. Я на ключ завелся и начинаю двигаться дальше. И в период, вот, пока я ехал, было где-то минус 28, минус 27 местами. Недолго я проехал, оставалось где-то 30 километров до границы с Беларусью. Значит, ночь, это было часа 3, наверное, ночи. И такой подъемчик затяжной какой-то. И у меня, я понимаю, мне начинает глохнуть машина. Я понимаю, что у меня замерзла солярка. Значит, отматываем назад. Последний раз я заправлялся где-то в Ростове. Я заправлялся, чтобы дотянуть до Белоруссии. И у меня где-то на тот момент, когда у меня замерзла солярка, было где-то литров 150. Это была первая моя и последняя такая крайняя ошибка, которую я допустил зимой. С тех пор зимой должны быть всегда полные баки. Я стараюсь этого и придерживаться. То есть хотя бы половина баков у вас должна быть заполнена. Ну что, ладно, значит, у меня Magnum. Я что-то там начинаю себе выдумывать. У меня типа, мол, рабочий бак левый. И мне нужно, чтобы солярка с правого перетекла в левый. То есть, ну, такие какие-то у меня мысли сразу были дебильные, бредовые. Что я делаю? Я переезжаю дорогу навстречку, вижу там немножко такой скос, то есть машина будет немножко под углом. И все, то есть, ну все, это все, на что мне хватило, это переехать дорогу и хотя бы убрать машину с дороги на обочину. Обочина широкая. И я так и стал, все. Машина не заводится, солярка никакая никуда не перетекла, она просто там опарафинилась походу. Я заливал зимнюю солярку. То есть вот это такой пунктик российской солярки, что неважно какая она там Арктика и она не была, это говно полное. То есть и все там льют тормозуху или керосин, или бензин, я не знаю, что такое. Мы заливали, нам выдавали тормозуху, мы заливали в баки. Потом уже, когда я понял, что это такое, и в следующий раз, когда я ездил в Россию, мне давали тормозуху, я заливал там сколько-то на сколько-то там было там записано, то есть нужно было разбавлять в солярку тормозуху, и тогда она не замерзала. Ну да ладно, я останавливаюсь среди ночи. Прикол в том, что рации у меня не было. Автономка не запускается, естественно, потому что мало того, что в баках солярка замерзла, автономка у меня была даже не из бака, а за кабиной была канистра. Это вот в зимнее время это самый огромный минус таких автономок, у которых сзади за кабиной канистра, то есть не питание от бака идет. Я начинаю греться, включать газ хотя бы, чтобы он горел. Я, значит, начинаю закутываться во все возможные свои вещи. У меня была ватная куртка теплая, там штаны, то есть все дела. Я стараюсь максимально себя отеплить. У меня это получается, значит. И я, то есть принял решение, что мне нужно до утра, до рассвета уже протянуть и потом звонить, пытаться что-то там искать, какую-то помощь. Так и происходит. Я смог заснуть. Проснулся я где-то в часов 6 утра, то есть я часа 2-3. Я железно так даже поспал, укутанный весь. Я не знаю, сколько было градусов. Уже в машине газ у меня перестал гореть. То есть вообще. То есть баллон полный, газ не горит, то есть от холода.
Я побегал там вокруг кабины, ну, образно говоря, то есть хотя бы просто разминая ноги, все дела, чтобы они согрелись. Ноги немножко так, ну, подмерзали уже с руками. Бегал я кругами, думал, что делать. Приехала ГАИ. Это единственное в моей жизни хорошее впечатление, которое оставила ГАИ. Они приехали, сразу спросили, что случилось, я им рассказал. Они меня посадили в машину, включили печку горячую, дали чая, то есть вообще круто, базара нет, молодцы. Ну и что, давай, решается, значит, рабочее время, давай звони там всем механикам, что делать. Они там начинают мне советы свои умные давать. У меня прикол в чем, Магнум был весь на подушках. И он как лег вот на пузо. И что под машину ты не залезешь. Кабина у меня не поднимается. Вот, пунктик, когда мне на сервисе ее не сделали, обратно закрыли эту кабину, она у меня не подымалась. То есть я фильтры не могу открутить, я не могу там прокачать солярку, залить теплую, то есть это все похер. Значит, какое-то там бредовое решение они придумали, купить быстрый пуск, пшикать воздухан, а воздухан нужно кабину поднимать опять. Ай, короче, кое-как там эту штуку я смог отодрать от воздухана, что-то куда-то там пшикал. Короче, это все фуфло полное. С гаишниками мы съездили на заправку. Я не помню сколько, по-моему, 40 литров солярки. Я, то есть, привез их, залил в основной бак, но у меня это ничего, естественно, машина не заводилась. То есть, нужно было конкретно прокачивать солярку. ГАИ перекрыла полосу, вот эту вот встречку, которую они там поставили знаки, все дела, то есть, чтобы все объезжали, короче. И ГАИ начинает останавливать грузовики, чтобы кто-то тоже чем-то помог. Останавливается экипаж. Парни были на российских номерах из Беларуси. И поступает... время, да, забыл главное. Время было где-то уже 2 часа дня. 31 декабря. Я где-то там в Брянской области, 30 километров от границы с Беларусью. Ну, в общем, нервы уже, психи, я тоже какой-то весь грязный, уже зачухан, мне уже вообще нахрен ничего не надо просто. Контора ничего не решает, они что-то там мямлят, что-то там подожди, мы решаем, мы ждем, мы та-та-та-та-та-та-та. То есть, естественно, загрузка, которая должна была быть у меня в Беларуси 31-го, она там все, про нее можно забыть уже спокойно. Останавливаются эти пацаны и говорят, давай, садись, бери вещи, мы тебя довезем до Минска. И гаишники такие, да кидай нахер эту фуру, садись и едь. И я в натуре загорелся этой идеей, думаю, да срал я вообще действительно. Если компания ничего не принимает по поводу того, как мне помочь в этой ситуации, то есть, да, там никакого там эвакуатора, что-то там еще, какие-то там мероприятия, не знаю, там, да машина может выехать из Минска, она доехала бы за там 4 часа до меня, например, еще с утра, если бы выехала бы машина с базы, да, например. Ничего не происходит, я звоню в итоге и говорю, все, я бросаю здесь машину, забираю вещи и уезжаю. Они говорят, не-не-не, ты что, подожди, 5 минут, мы тебе перезвоним. Перезвоню через 5 минут и сообщают мне радостную вещь, что нужно подождать еще часик, и приедут наши машины, которые едут где-то оттуда из России. Ну, хорошо, я говорю, вот так и так, рассказал гаишникам, они отпускают этих чуваков, они уезжают. Ну и гаишники говорят, ну хорошо, тогда жди, стой, мы поехали. Все, гаишники тоже уезжают. Ну, я же топчусь вокруг машины, днем хотя бы уже погода была не холодная, там градусов 5, наверное, было, минус, то есть 5 было. Ну, то есть нормально, терпимо, я там брожу везде, хожу, не сижу. И вот здесь, конечно, это навсегда врезалось в мою память ситуация, когда летели, так сказать, коллеги мне на помощь. 3 машины АПС, вот у меня почему-то картинка, как будто они в ряд ехали просто так вот по всей дороге. Но это примерно в один момент так и произошло, потому что они, 2 машины начали разъезжаться просто по обе стороны, 3-я ехала прямо, то есть один поехал передо мной, а 2 стали по бокам с обеих сторон обочины. В общем, это было эффектно, это было круто. Я же говорю, что я до сих пор это запомнил и буду помнить это всегда. Вот. Пацаны вылетели, то есть никаких там вопросов не было дебильных. Что, как, зачем, почему? Так, все, делаем это. Берут с баков солярку горячую, заливают мне в бак, цепляем меня за крюк, садись. Все, я сажусь. По-моему, это был Мерс Евро 5, который меня прицепил к себе.
и меня просто поволокли. Сзади двое, первый меня тащит, значит, километров 5, может быть. Да, меня волокли, и Магнум мой начал просыпаться. Он начал что-то бурчать, квахтать, когда я попробовал заводить. И он ожил. Он у меня завелся, стрелка тахометра поднялась, и я стал счастливее наполовину. Но я был уже на тот момент, то есть это было где-то часов, я не знаю, это уже часов, ну, короче, поздно было, часов 7, может быть, вечера, там, 6, в общем, что-то в этом роде. Все, едем в сторону границы, приезжаем на границу Россия-Беларусь, и ко мне транспортники, то есть вначале к первой машине бегут, там что-то спрашивают, ко второй. В этот момент гаишники, которые стояли возле меня, они там, на границе стоят. И ко мне подходит транспортник, и я сижу такой зачуханный весь, какой-то мурзатый. Ну, я так, мне кажется, выглядел со стороны почему-то, я так считаю. И гаишники им кричат, типа, транспортнику: да не трогай его, это звезда, типа, сегодняшняя, там, туда-сюда, короче. Все поржали, он такой: все, типа, давай, езжай. Все, меня никто не проверяет, ни за какой там режим труда и отдыха, ни за чего, то есть, все, я просто влетаю в Беларусь и лечу в сторону Минска. Что происходит? В 22, где-то 15, я прилетаю на базу. Почему на базу? Потому что на базе моя легковая машина, и там лежали все подарки на Новый год, там какое-то бухло, которое я из Европы, я же ехал, то есть из Европы, я все завез, выложил в машине и поехал уже в Россию. Вот. То есть мне нужно было забрать на базе машину и сдать эту. В общем, там ходит этот мутный, я попался на мутного охранника. Там был какой-то бывший мент, просто вот мудила, блядь, от слова вот, я не знаю, какого вот. Прикиньте, то есть, до Нового года, блядь, 1,5 часа. Он ходит, что-то там вымеряет некие колеса, что-то, какое-то давление. Все, у меня уже у самого поднялось давление от злости просто. Я говорю: я, блядь, ставлю машину в стойло, иди и ходи тут всю ночь ее проверяй, блядь. Я просто сажусь, завожу и машину убираю в стойло. Он ба-ба-ба, то есть, ну, мне было уже плевать вообще, что он там это самое хочет от меня. Я завожу свою, время пока вещи, ну, все кажется, 22:30. Я вылетаю из Минска. Тоже погодка говно такое, гололед, снег какой-то идет. В общем, в 23:30 я дома. И, ну, надо же, конечно, привести себя в человеческий вид, облик. Я быстро в душ, переодеваться, все дела. И в 23:50 я сажусь за новогодний стол. Прикиньте. Вот это был у меня самый яркий, наверное, не сам Новый год, а вот этот путь до Нового года. За этот вот путь, пока я ехал, я реально хапнул вот этого всего опыта, мне хватило на всю жизнь по поводу зимы, по поводу солярки. То есть с самого начала, с выезда еще из Беларуси, была цель приехать на Новый год домой. И вот несмотря на все, которые были вот это поломки, все, что в рейсе, вот это, начиная с обрыва ремня и пошло дальше, зависание на таможне, то есть все, вот Новый год уходил просто из-под ног, он куда-то там выкатывался просто. В 23:50 я был за новогодним столом, а в 1:30 я уже спал за этим же новогодним столом. Нет, друзья, я не напился. Я выпил пару рюмашек, и меня просто уже покинули силы. Потому что, во-первых, неделя была тяжелая полностью. Разные там были еще мелочи. И плюс последние 3 дня я почти не спал. Плюс вся вот эта вот ситуация, конечно, измотанность была у меня капитальная.